Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И это 78-й день после ухода из жизни, из здешней жизни на земле моего младшего сына Ивана, фотографию которого вы видите сзади вместе с цветами, которые я стараюсь, чтобы всегда около его фотографий, и также около икон были свежие цветы. Там вот этот уголок, который я молюсь о нем, и в этом же уголке я каждый день с ним разговариваю. А, Сегодня был такой интересный, очень хороший день, потому что у нас сегодня была наша художественная студия. Я на всякий случай, я говорила это в предыдущих видео, но сейчас повторюсь, что я живу в Будапеште, я художник, причем пришедший к этой карьере поздно. Да, изначально у меня другое совершенно, два, вернее, даже образование. А занималась я вообще третьим. А как в качестве результата всего я пришла к рисованию, училась этому. И сейчас я художник, у меня две галереи в Будапеште. И кроме этого я веду вот такую художественную студию, в которую могут прийти люди, совершенно не умеющие рисовать. И после окончания урока они уходят с готовой картиной в руках. И эта студия проходит 2-3 раза в неделю. Пишем мы акрилом, маслом, акварелью, собираемся вводить всякие другие интересные штуки. И студия эта была создана уже, по-моему, то ли 4. Мне, знаете, как-то сейчас вот с тех пор, как Ваня болел, и я уезжала, у меня сложно со счетом годов. Наверное, со счетом лет, наверное, 5 лет или 4 с лишним года мы существуем уже как студия. И это уже... То есть она изначально, наверное, никогда не была просто про рисование. Это скорее сообщество, это общение, это, безусловно, рисование. Безусловно, мы заинтересованы в хорошем результате, в том, чтобы наши девочки, мальчики, кто приходит к нам, в смысле взрослые люди, я так их называю, просто бывают подростки, чтобы они ушли довольные своим результатом, но всегда это связано с очень хорошим, с очень светлым, с очень теплым общением. И у меня, знаете, такое ощущение все время, что вот это была совершенно неожиданно создана студия, и сейчас это как будто живой организм. То есть вот меня не было год, а она не прекратила свое существование. Люди ждали, люди вернулись к нам, и это настолько приятное ощущение, что ты приходишь, это как будто бы какая-то отдельная маленькая жизнь, вот сообщество, которое полно тепла и любви. Это совершенно замечательные вещи, про нее нельзя сказать, что вот я ее создала, потому что создать-то я могла, но для того, чтобы было сообщество, мало одного человека, мало двух человек, для этого нужен ответ многих и многих. И когда этот ответ приходит, вот тогда это становится сообществом. И это общее дело, общий вклад в это у каждого. И почему я об этом вспомнила вот сейчас о студии? Ну, потому что, во-первых, был очень интересный разговор. Пришли к нам две женщины, одна из них была у нас уже раньше. К нам ходят люди разных национальностей, потому что я веду мастер-классы на 3 языках, теперь уже могу даже на 4. Это русский, английский и венгерский. И все в зависимости от того, какая группа собирается. Сейчас еще немецкий могу прибавить после года пребывания в Германии. И сегодня к нам пришли две женщины-венгерки, совершенно замечательная. Одна из них у нас была уже, и она сейчас пришла сама и привела подругу. И как-то, они знают о том несчастье, которое у нас произошло. Я рассказала, потому что я об этом не скрываю, поскольку в разговорах это все равно всплывает. И я рассказала о том, что я создала вот этот вот канал наш. И одна из женщин, вот подруга, которая пришла, она сказала, что я делаю очень хорошее дело, и она знает, насколько это полезно, потому что вот тут я не запомнила, то ли ее сын, то ли сын ее подруги развелся, от него ушла жена, и он очень сильно переживал, то есть настолько, что просто были, наверное, какие-то суицидальные мысли, или, по крайней мере, вот был близок вообще к какому-то помешательству, настолько это его уход жены его больно ударил. Она говорит, что спасло его именно наличие подобного канала или подобных каналов на Ютубе. И он слушал, и люди, которые проходили через это же, они рассказывали об этом, и это все помогало ему выжить. И он пришел в себя, как она считает, только благодаря этому.
И э, многие люди продолжают писать. То есть я нашла место в Ютубе, где, оказывается, можно узнать, какие ты получил комментарии за все видео, которые вот новые, свежие комментарии, на которые ты еще не ответил. Ты можешь ответить прямо там. Потому что раньше я, как в кавычках крутой пользователь, заходила на каждое видео, смотрела комментарии, там добавляла. Оказывается, ну, и, естественно, чем больше видео, тем сложнее это делать. Вот, а сейчас я так в одном месте, так крутой специалист, я в одном месте на эти все комментарии отвечаю. И опять было много, немного, не сказать, что много, потому что люди пишут в личку больше, но есть и комментарии, в которых говорится, люди говорят о том, что эти видео, этот канал помогает, и что я делаю очень большое дело. И я смотрю по количеству просмотров, что количество просмотров неуклонно растет. Причем смотрят люди все видео, не одно только свежее, например. Или, да, есть какие-то любимцы, то есть видео популярные, более, менее популярные. Но там, я думаю, что это все зависит еще от алгоритмов, даже не от содержания, потому что, в принципе, содержание у меня всегда вот как прошел день. И всегда какие-то, вот как сейчас модное слово, инсайты, то есть то, что я новое узнала и увидела, об этом говорится в каждом видео. И вот что для меня сегодня было тоже вот как инсайт, да, и почему я стала говорить изначально о клубе, потому что вот я наш канал, я не говорю мой канал, наш с вами канал, ощущаю абсолютно живым организмом. Вот у меня какое-то идет от него тепло. Во-первых, я однозначно чувствую поддержку Вани, и то, что он одобряет это и радуется этому. И вы можете сказать, что это я себе придумываю. В конце концов, может, и придумываю. Но если мне от этого легче, то кому от этого станет хуже. Но я чувствую, что я не придумываю, я прям вот чувствую его поддержку, его тепло, его любовь. Он вообще человек очень добрый был всегда, и всегда э, ну, все, кто его знали, они говорят об этом, что это человек, который, в общем, никого никогда не осудил и никогда не был груб или резок, особенно, ну, наверное, среди подростков что-то было, но вот по отношению ко взрослым, к художникам, которые к нам приходили, он сидел какое-то время на рецепции в галерее, общался с людьми, его многие запомнили именно потому, что он с огромным удовольствием общался с людьми. И каждый человек ему был по-своему ценен. И сейчас у меня полное ощущение, что вот вроде бы, да, онлайн-пространство, мы с вами друг друга не видим, но выходит какая-то тетка, ну, то бишь я, перед экранами что-то вещает. Какое у нее право вещать? Ну, пожалуй, я, собственно, не претендую ни на какие права, я просто говорю как мама, но тем не менее, да, я все равно вещаю. И вроде бы это такая штука, что онлайн ничего там такого живого нет. А на самом деле есть живое. Вот я замечала давно уже, что по любому веб-сайту можно определить, насколько он живой или насколько там человек редко заходит. Я не знаю как, какая-то энергия. И вот я от нашего канала чувствую вот эту живую, теплую энергию. В нем собрались люди. К сожалению, соединенные не светлым и радостным событием, а объединенные потерей, горем. Но все равно это сообщество. Получается, это сообщество, в котором мы с вами общаемся. Я общаюсь больше, потому что я говорю, а вы мне отвечаете, пишите мне комментарии, я на них отвечаю. То есть по-любому у нас получается диалог. Или там пишите письма, я тоже на них отвечаю. Получается диалог, в котором мы с вами все оказываемся объединенными. И мы друг другу помогаем выплыть. Это, в общем, единственный путь, мне кажется, в нашей жизни куда-то продвигаться, потому что человеку всегда нужен другой человек. И это, вот я верующий человек в христианстве, это особенно важно, потому что там везде Христу, когда он был маленький, нужны были люди, чтобы его поднять на руки, чтобы его воспитать, чтобы его обучить. Он нужен был людям. И вот этот вот диалог Бога и человека, он всегда присутствует. Но если даже убрать из этого алгоритма Бога и говорить, что есть люди неверующие, то мы друг другу все равно безумно нужны. Человек один с очень большим трудом сможет справиться с чем угодно, даже, кстати, с радостью. Потому что всегда этой радостью хочется поделиться. И всегда ты становишься счастливее, когда есть кому поделиться этой радостью. Есть с кем, извините, поделиться этой радостью. И та же самая история с горем. Вот мы такие все хрупкие, мы такие все ранимые. Любой из нас очень беззащитен перед миром, беззащитен перед потерей, беззащитен перед горем. И когда мы
хоть в какой-то форме объединяемся, чтобы друг другу помочь, мы можем при этом друг друга не понимать, мы можем друг с другом спорить. Вы можете быть не согласны, я могу не быть неприятна вам в каких-то проявлениях, как, например, то, что вот я периодически радуюсь, несмотря на то, что у меня траур по сыну как бы в разгаре, а я все равно радуюсь, смеюсь. Это может вызвать неприятие, я это прекрасно понимаю, потому что есть люди, которым настолько больно, что им кажется, что если другой смеется после потери ребенка, это кощунство. И это тоже оправдано, как, знаете, мне один раз сказала психолог моя, когда началась война между Россией и Украиной, между Украиной и Россией, не знаю, как правильнее сказать, в общем, вот эта жуткая война, которая сейчас идет, получилось, что многие украинцы, на дома которых напали, дома которых разбомбили, которые увидели безумное количество страшных событий, они просто не могли различить в русских ничего хорошего. То есть они всех мели под одну гребенку. И было очень много, и до сих пор остается очень много горя, безумное количество. Есть много озлобленности. И несмотря на то, что мы, русские, все разные, и есть люди, которые помогают одной стороне, есть люди, которые помогают другой стороне, есть люди, которые очень и молятся постоянно о том, чтобы кровопролитие прекратилось. Но мне тогда психолог моя сказала, когда идет война, человек имеет право думать и говорить, что хочет. Потому что это такая боль, что ни в коем случае осуждать человека за его позицию нельзя. И вот та же самая история, на самом деле, это когда мы испытываем потерю или горе. Потому что это такая война, в которой любая позиция оправдана, любое осуждение, любой гнев. Это чувство, которое присуще потере. Этот гнев может быть направлен на себя, может быть направлен на окружающих. Обида может быть направлена даже на умерших. То есть это такая нелогичная история. Но несмотря на это, все равно вместе легче. И я сегодня была заполнена очень большой энергией, очень большими чувствами, потому что когда к тебе приходят люди и уходят довольные, радостные, и им хочется вернуться, это такое потрясающее подтверждение вот того тезиса о том, что любовь – это то чувство, которого не становится меньше, когда ты его расходуешь. Это то чувство, которое растет по мере его выдачи. То есть чем больше я отдаю любви, тем больше у меня внутри ее появляется. И как ни парадоксально, тем больше я ее и получаю. То есть получается, что здесь даже говорить какие-то слова благодарности кому-то, это, знаете, такой наш старый спор с мужем, со старшим сыном Сашей, который всегда говорил, что нет настоящих волонтеров, нет настоящих альтруистов, потому что все люди так или иначе действуют согласно своим внутренним чувствам. И, в общем, так и есть, потому что когда ты хочешь с кем-то, кому-то принести добро, ты это делаешь не потому, что ты, скажем, злой, как собака, но ты при этом кому-то чем-то обязан, и вот ты, значит, скривив лицо в фальшивой улыбке, это кому-то делаешь. Нет, это, как правило, всегда внутреннее побуждение человека, и он от этого побуждения уже он исполняет какую-то внутреннюю потребность, и от этого он становится счастливее, и от отзывов людей он тоже становится счастливее. Поэтому я, честно вам скажу, наш канал мне дает огромное количество радости, огромное количество энергии и сил, несмотря на то, что физически это утомительно. Потому что я чувствую, что я нужна. Я чувствую, что Ваня таким образом обретает как бы вторую жизнь. То есть я делаю это ради него и в его память. И еще одно короткое, очень такой короткий инсайт, который был вчера. Я уже не успевала о нем говорить, потому что я не хотела делать длинный выпуск. Это о том, что я была на массаже вчера. Это у нас делает массажистка слепая женщина, которая, ну, просто подарок Божий для меня, потому что это очень близкий мне человек, наряду с несколькими другими людьми в моей жизни, которые появились, в общем, благодаря Ване в нашей жизни. И многое, ведь вот посмотрите, наш канал, он появился благодаря Ване, да, благодаря его уходу, из-за его ухода, но тем не менее. Моника, которая мне очень близкий сейчас человек и родной, она тоже в том качестве, в котором она появилась, она тоже появилась благодаря Ване, потому что я стала возить Ваню на массаж, и он с ней очень сдружился, и я с ней очень сдружилась, и его уход нас сблизил еще более сильно. Она мне рассказала одну такую историю. У нее умерла мама от очень тяжелой болезни, и она практически, ну, как я с Ваней, очень ухаживала за ней много. И когда мама ушла, она говорит, что, знаешь, я
свое уже отплакала, когда она была еще жива, потому что она так страдала. Я безумно от этого мучилась. И вот этот весь страх, он меня не отпускал. И поэтому, когда она ушла, я, кроме горя, я испытала огромное облегчение, что она отмучилась. Вот у меня была та же самая история с Ваней. У Вани не было таких страданий, но было столько страха в жизни нашей по поводу больниц, по поводу раны открытой, по поводу кровотечений, по поводу всего, что первое чувство, когда он ушел, наряду с безумным горем и шоком, вообще вот в этой ситуации тебя как замораживает шоком, было чувство облегчения, что он уже точно не страдает и не мучается, ему уже не больно, и то, что, наконец, я могу уже не бояться, потому что вот этот страх, это просто какой-то ужас, это то, что тебя не оставляет вообще ни на секунду. В тот момент вот этот страх пропал, потому что ты понял, все, самое страшное уже случилось. И вот я всегда говорила о том, что для меня плакать перед людьми – это потерять лицо. Это так вот себя держишь, и кажется стыдным плакать перед другими людьми, даже если они от тебя это ждут. Вот не могу. И Моника, она тоже, в общем, из таких людей, она мне рассказывает, знаешь, говорит, когда мама еще была жива, ей делали операцию, у нее был рак желудка. Я так понимаю, судя по тому, что нужно было удалить желудок. И, в общем, на операции выяснилось, что приходится удалить весь желудок, а не только часть. И, в общем, операции, перспективы оказались намного хуже, чем все рассчитывали. Говорит, Моника, я помню, как я еду в метро, сижу и плачу. И, говорит, просто слезы текут сами. И не то, что я там вот морщусь, как-то всхлипываю. Просто, говорит, вот ощущение, как будто вот открылся какой-то кран, и постоянно из меня, говорит, мне, говорит, было настолько плохо. У меня было с собой там 2 пачки носовых платков, и пока я ехала на метро, она живет далеко, видимо, от больницы, она вообще далеко живет, то есть от центра, и больница, вероятнее всего, еще дальше была, то есть она ехала на метро долго. И пока, говорит, я ехала на метро, я промочила все платки. То есть в какой-то момент я говорю, а у меня слезы текут и текут, текут и текут, текут и текут. Вокруг меня люди, никто не спрашивает, естественно, почему я плачу, а мне, говорит, как бы уже вообще все равно. Вот вообще все равно. В какой-то момент я поняла, что мне плевать, я говорит, не могу больше. Просто вот это горе из меня начало выходить. И в какой-то момент у нее платки закончились. И она посмотрела, ну, слепой человек, она посмотрела в сумке, посмотрела по карманам, платков больше нет. И вдруг она говорит, мне в руку кто-то, не говоря ни слова, вкладывает еще пачку носовых платков. И что сказала Моника, какой это был для нее урок? Она говорит, что знаешь, наверное, то, что я вот говорила себе, что я не горюю перед другими, это была какая-то типа гордыня, что ли, это вот такое желание защититься. И я поняла, что это все такая ерунда, потому что именно в такие моменты, когда ты вот не можешь не плакать, ты просто отдаешься на волю чувств, ты в самые тяжелые моменты можешь получить совершенно неожиданный подарок, о котором ты будешь помнить всю жизнь. Как я, говорит, помню об этих носовых платках, потому что для меня это было такое потрясение, что человек не стал меня утешать, не стал спрашивать, в чем дело, не стал лезть мне в душу. Он просто помог тем, чем мог. Я, говорит, эти носовые платки запомнила на всю жизнь. И вы знаете, для меня это был тоже такой момент, я думаю, боже мой, вот действительно, мы не знаем никогда, вот мне кажется, что заплакать – это потерять лицо, а может быть, это действительно даст какой-то новый взгляд на жизнь, вот как мне сейчас этот взгляд дала Моника. И я немножко продолжаю дальше. Почему? Потому что это были мысли мои с вчерашнего дня. Я думаю, что вот ответ, почему люди, не то, что почему люди болеют, а мы же всегда пытаемся найти смысл. То есть, ну почему человек страдает, почему ребенок страдает, почему ребенок заболевает. И ну, законодательство большинства стран против эвтаназии. Хотя я представляю себе какой-то безумной мукой является то, что твой близкий человек страдает. Вот у меня, слава богу, такого не было. Был очень короткий момент, когда Ване было плохо, когда его забрали в реанимацию. В тот момент я была вообще готова на все. Я просила врачей дать ему морфин как можно скорее, потому что я видела, что ему тяжело дышать и что вот ему плохо. Хотя он этого не осознавал, то есть он не был в сознании в этот момент. И я думаю, вот интересно, что вполне может быть, что смысл страданий человека, смысл болезни человека, смысл горя в том, чтобы мы чему-то научились. В том, чтобы
это не оправдывает, то есть это я не к тому говорю, да, вот все умерли, кто умер, тому так надо было что-то понять. Вот это вообще не моя мысль, потому что почему, вот у меня всегда возникает вопрос, почему именно таким образом нужно было понять. Я не знаю, может быть, он по-другому бы ни Ваня не понял, ни я бы не поняла. Вот не будь Ваниного ухода, не было бы этого канала. Не было бы многих мыслей, которые мы озвучили с вами. И, может быть, эти мысли нас куда-то выведут. Вот не было бы этого, не сказала бы мне Моника эту фразу. Я еще не знаю в будущем, куда эта мысль, куда эта фраза меня выведет. То есть, вот знаете, все так сложно сплетено. И когда Ваня болел, я видела, насколько он во время этой болезни становится лучше. И я, глядя на Монику и на других слепых людей, вижу, что эти люди все светлые. Эти люди все намного светлее, чем здоровые. Они благодарнее, чем здоровые. Да, у них есть свои недостатки, как у всех нас, но они именно благодаря тому, что они лишены многого из того, что мы имеем и даже не ценим, они благодарны каждой мелочи. Они рады просто тому, что они живут. И я настолько ими горжусь, я настолько по-хорошему им завидую. Думаю, боже мой, неужели нам для того, чтобы мы стали благодарными, я для того, чтобы научилась ценить то, что у меня есть, для этого мне надо было потерять сына? Потому что получается иногда так, что вот мы с мужем вспоминаем, как мы там жаловались на что-то, а тогда мы были абсолютно счастливы, хотя бы просто потому, что наша семья была цельной. У нас было 2 сына, все мы были живы. А мы на что-то жаловались. А вот сейчас мы поняли, чего надо бояться. И мы уже не будем жаловаться на то, что у нас там крыша потекла, или ворота не работают, или денег нет. Потому что мы поняли, что самое страшное не это. Самое страшное – это смерть близкого. И самое страшное – потом жить без него. И научиться жить без него и жить. Не умирать, не запираться, а жить и что-то делать. Причем желательно хорошее во имя и в память этого ребенка или там близкого. Вот. Дорогие мои, я на этом заканчиваю, потому что я понимаю, что длинные видео смотреть всем тяжело, мне тяжело их делать, а вам тяжело их смотреть, потому что все мы заняты. Вот это была моя мысль за сегодняшний день. 2 мысли. Та, что мы должны держаться вместе, ну не должны, это плохое слово. Нам будет лучше, если мы будем держаться вместе, если мы будем друг другу помогать. И вторая мысль, что иногда даже какие-то тяжелые вещи, боль, страдания, горе могут дать нам какие-то совершенно неожиданные открытия, неожиданные дары, которые для нашей жизни окажутся очень-очень важными. Дорогие мои, я вас очень люблю, я вас обнимаю всем своим сердцем, всей своей душой, соболезную каждому из вас. Давайте держаться вместе, давайте идти вперед, и мы прорвемся. Спокойной ночи тем, кто ложится спать, и хорошего дня тем, кто этот день начинает. Пока.